Привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить ашедух. Натрем на крупной терке 1 средний лук. Добавим 350 грамм куриного говяжьего фарша. 2 чайные ложки сухой молотый мяты. Пол чайной ложки черного молотого перца. Пол чайной ложки соли. Хорошо вымешиваем. Смачиваем руки водой. Формируем фрикадельки. Смешиваем 1,5 литра 2,5% кефира и 1 литра воды. Если кефир меньше жирности, возьмите больше кефира и меньше воды. Вообще в Иране этот аш готовят из духа. Это айран без газа, но я готовлю из кефира. Приступаем к зелени. Небольшой пучок петрушки, немного кинзы, укроп, совсем немного мяты. У меня закончилось таре. Это виноградный лук. Его можно заменить зеленой частью лука-порея. Но его у меня сейчас нет. Возьму обычный зеленый лук. Нарезаем. Взболтаем одно яйцо комнатной температуры. Включаем плиту и выливаем яйцо в кефир. С этого момента аш нужно постоянно мешать, чтобы кефир не расслоился на творожные хлопья и сыворотку. Добавляем 1 столовую ложку муки. Продолжаем мешать. Когда кефир нагреется, всыпаем 200 грамм рисовые сечки, заранее промытой и замоченной, или круглого риса. Не прекращаем мешать. Быстро натрем головку чеснока. Добавляем в кастрюлю. Когда температура в кастрюле восстановится после добавления риса, высыпаем зелень. Немного оставьте, чтобы добавить потом в тарелку. Не забываем постоянно мешать. Когда начнет закипать, выкладываем фрикадельки. Теперь пару минут не мешаем, чтобы фрикадельки схватились и не развалились. Потом снова помешиваем. Когда фрикадельки поднимутся на поверхность, добавляем 350-400 грамм заранее отваренного или консервированного нута. Не забывайте мешать. Пол столовой ложки соли. Посмотрите, кефир совсем не расслоился. Отлично. Аш это по сути очень густой суп. Посыпаем перед подачей зеленью. Замечательное блюдо для холодной осенней и зимней поры. Попробуйте, это очень вкусно. Приятного аппетита!